Просыпаешься утром, раздвигаешь шторы в надежде увидеть красивые пейзажи, а вокруг дома, крыши, кондиционеры и снова дома. И лишь вдалеке где-то немного моря. Добро пожаловать в Гонконг. И если поезд полный, то он не остановится, тогда загорится красная кнопка. Если человек хочет пострелять из пушки, Второй номер нужен тем, кто регулярно посещает материковый Китай. постельные клопы после этого отеля, наверное, это будет меньше из зол. Лишь в Гонконге все трамваи являются двухэтажными. Ресторанчик, у которого мишленовских номинаций больше, чем столов в зале. И все это в сопровождении с огромным количеством криминально выглядящих людей. Ну, это, конечно же, легенда. Иногда его называют Нью-Йорком Востока, в том числе из-за большого количества высотных зданий. Но ни Нью-Йорк, ни Токио, ни даже Дубай не могут сравниться по этому показателю с Гонконгом. На текущий момент Гонконг – безусловный лидер по количеству небоскребов в мире. Есть такая международная организация Council on Tall Buildings, или Совет по высотным зданиям, которая занимается организацией высотного строительства. Так вот, по данным этой организации, здесь насчитывается аж 554 здания выше 150 метров. Для сравнения, в Нью-Йорке таких лишь 316. Ну, правда, в Гонконге не все высотки, как бы это помягче сказать, в должном состоянии. Но небоскребы не всегда были визитной карточкой Гонконга. Более-менее высотные здания здесь стали появляться в массовом порядке лишь после пожара 1953 года, когда были сняты ограничения высотности для жилых зданий, чтобы быстрее расселить местных жителей и беженцев из Китая после революции 1949 года. Кстати, обратите внимание, что в Гонконге можно встретить высотки с отверстиями. Там за мной находятся горы, а здесь море. И по одной легенде в горах живет семья драконов. Так вот, когда строили эти дома, для того, чтобы не мешать драконам летать из своего дома к морю, сделали специальные отверстия для того, чтобы они могли свободно пролетать. А как мы знаем, в Китае и в Гонконге тоже очень чтут драконов. Ну, это, конечно же, легенда. Более такая приземленная версия гласит, что отверстия сделали для того, чтобы не мешать потокам ветра идти со стороны моря к острову. Но мне все-таки легенда нравится больше. Не знаю, как вам. Население Гонконга составляет около 7,5 миллионов человек, и учитывая ограниченную площадь, это один из густонаселенных городов мира. Большинство населения — это этнические китайцы, и здесь 98%. Также нужно отметить, что при высокой плотности населения большую часть территории здесь занимают парки. Наверное, это правильное решение — построить высотки на ограниченных территориях, чтобы иметь возможность любоваться нетронутой природой. Но у такого решения есть и обратная сторона, а именно скученность строений. Гонконг и приватность – понятия несовместимые. Часто дома смотрят окно в окно. Если люди побогаче могут позволить себе более комфортные условия, то остальным приходится ютиться и жить с постоянно зашторенными окнами. Так и хочется спросить тех, кто жалуется на плотную застройку в России: точно ли вы знакомы с человейниками, ребята? Ну, если отбросить шутки в сторону, то, конечно, не хотелось бы, чтобы в России у нас застройка была настолько же плотной. Помимо прочего, в Гонконге очень много решеток и колючей проволоки, и это прям бросается в глаза. И все-таки начинаешь задумываться о том, насколько безопасен Гонконг, когда видишь такую вот колючую проволоку, довольно часто, и камеры. Но вообще Гонконг стоит посетить не только из-за урбанистических пейзажей, но еще и потому, что здесь можно ощутить, как происходит смена эпох. В 1997 году, после долгих лет нахождения в составе Британской империи, Гонконг был передан Китаю.
И сегодня здесь действует принцип «одна страна, две системы», согласно которому Гонконг обладает широкой автономией. Гонконгу досталась от Великобритании не только архитектура, но еще и странные законы, которые практически не соблюдаются. О чем идет речь? Ну, допустим, в Гонконге есть такой нормальный закон, да, согласно которому жители не могут владеть огнестрельным оружием. Но при этом есть еще и старый закон. И этот закон гласит, что если человек хочет пострелять из пушки, то он не может этого делать ближе, чем в 200 метрах от своего соседа или от скопления людей. Другой закон. Нельзя напиваться в общественных местах, включая бары. И если человека поймают в пьяном состоянии, даже в баре, то его могут оштрафовать на 50 гонконгских долларов. А если в таком состоянии он будет ехать верхом на лошади, то штраф возрастает до 250 гонконгских долларов. Мне вот интересно, а когда последний раз видели человека, который в пьяном состоянии ехал верхом на лошади в Гонконге? Вообще, если говорить об определенной самостоятельности Гонконга от Китая, туристы из России воочию могут наблюдать это, когда приезжают в Гонконг без виз. А вот для посещения Китая уже требуется виза. Также у Гонконга свои автомобильные номера, которые не действуют в материковом Китае, поэтому часто в Гонконге можно встретить машины с двумя номерами. Второй номер нужен тем, кто регулярно посещает материковый Китай. Один номер местный, другой китайский. Но вообще это дорогое удовольствие. Гонконг состоит из более чем 260 островов и материковой части. Для туристов же интерес могут представлять, собственно, остров Гонконг и полуостровная часть Кулун. На материке есть еще новые территории, но они не настолько интересны. Остров Гонконг – это место, откуда начиналась британская колонизация. Здесь много бывших колониальных административных зданий, музеев, других культурных достопримечательностей, и эклектика Запада и Востока ощущается наиболее сильно. Причем в некоторых случаях это прям реальный Запад. А где-то так Восток. На острове находится одна из 3 двухэтажных трамвайных систем в мире наряду с египетской Александрией и британским Блэкпулом. Но лишь в Гонконге все трамваи являются двухэтажными. Вообще, ребята, трясет этот трамвайчик просто конкретно, и такое ощущение, что это даже не трамвайчик, а какой-то кораблик. Первые трамваи появились в Гонконге в 1904 году, то есть гонконгская трамвайная сеть еще и одна из старейших в мире. Вначале предполагалось, что трамвайное сообщение будет продолжено на материке, но подсчеты показали, что это неэффективно, поэтому трамвайная сеть получила свое развитие лишь на острове. Кстати, вместо того, чтобы брать обзорную экскурсию, лучше просто проехаться по острову на трамвае и посмотреть на город глазами местного жителя. На острове же расположена так называемая улица для ленивых пешеходов. Это маршрут Central Mid-Levels Escalator, самый длинный эскалатор в мире, крытый эскалатор, который тянется больше, чем на 800 метров в длину и 135 метров в высоту в сопровождении лестницы. И появилась эта система эскалаторов в 1993 году. Но на самом деле это не какая-то развлекаловка для туристов. Эту систему сделали для того, чтобы местным жителям в условиях гористой местности было удобно добираться на работу и возвращаться с работы. То есть утром система односторонняя и реверсивная. Утром ее включают на спуск, и, как мне сказал местный житель, до 10 утра она работает на спуск, а потом уже в 10:20, 10:30 включается в обратном направлении, и таким образом люди уже могут подниматься в гору. И в том числе туристы могут наслаждаться этим способом передвижения, вместо того, чтобы идти карабкаться своими ногами. А вот своими ногами в Гонконге приходится карабкаться довольно часто. Да, ребята, поездка в Гонконг — это что-то сродни фитнес-туру. Если бы не одно «но».
И речь идет о гонконгском общепите. Здесь просто какое-то зашкаливающее количество ресторанчиков, кафешек, забегаловок. Какой уж тут фитнес, ребята. И можно, случайно гуляя по улице, набрести на такой вот небольшой ресторанчик, у которого мишленовских номинаций больше, чем столов в зале. И при этом вкуснейший рамен с королевскими креветками стоит всего лишь 500 рублей. Еще на острове находится пик Виктория, откуда можно увидеть весь город и прилегающие окрестности. Я на пик Викторию решил поехать на трамвае. Вначале у меня была попытка дойти до него пешком. Что-то я там плутал по горам и понял, что это выше моих сил. Поэтому вот решил все-таки взять трамвай. Но здесь странная система, ну точнее не то, что странная, просто я еду не с конечной станции, а где-то посередине, и поезд здесь должен остановиться. Но вообще это не точно. И если вы едете не с конечной станции, то нужно нажать на специальную кнопку, чтобы поезд остановился. И если поезд полный, то он не остановится, тогда загорится красная кнопка. Но в моем случае мигает зеленая, это якобы он должен остановиться. Посмотрим. Да, в поезд мне все-таки удалось сесть, он оказался не такой уж полный, но мне это удалось еще из-за того, что у меня была карта Octopus. Это такая специальная транспортная карта с расширенными возможностями, которой можно расплачиваться во многих местах, включая рестораны, бары, магазины, и я расскажу о ней как-нибудь в одном из следующих видео. Вообще очень удобная штука, я ее приобрел в аэропорту по прилету и сейчас плачу практически только ей. Кстати, во время подъема и спуска с пика Виктории занимайте правую сторону в поезде, потому что в таком случае вы сможете дополнительно любоваться городскими пейзажами. Я же сел слева и поэтому еще в дополнение видел своих попутчиков, которые, впрочем, были не менее прекрасны. Смотрите, вот здесь идет стройка и все закрыто строительными лесами. Но эти леса не обычные, а бамбуковые. Гонконг — это один из немногих, если не единственный город в мире, где до сих пор используют бамбуковые строительные леса. Ну, во-первых, это дешевле, а во-вторых, экологичнее. Кстати, об экологии. С 22 апреля этого года в Гонконге вступил в силу новый закон, ограничивающий распространение одноразового пластика. Теперь пластиковые трубочки, вилки, ножи, ложки, одноразовые контейнеры просто не продаются. А со следующего года будут новые ужесточения. Это обычная московская хрущевка. Чистый уютный двор, доброжелательные соседи, уютная атмосфера. А это один из ее гонконгских собратьев, так называемый дом Монстр. Жилой массив был построен в 60-х годах прошлого века, и здесь 5 блоков, и суммарно могут проживать до 10 тысяч человек. На самом деле этот дом не такой высокий, просто из-за узкого пространства формируется особый вид с элементами футуристической антиутопии. Да, ребята, не знаю, как вы, но я бы, конечно, жить здесь не очень хотел. И глядя на это здание, понимаешь, насколько же все-таки классные у нас хрущевки. Кто бы что ни говорил. Вообще жизнь здесь течет своим чередом, сфера услуг процветает, большое количество различных магазинчиков, каких-то кафешек. И вот открылась даже одна из арабских кофеен, известной международной сети. Ну, конечно же, рассчитанная, по-видимому, на туристов. А вообще местные уже, похоже, порядком подустали от туристов и расклеили значки «Запуск дронов» и «Съемка камерами запрещены». Внутри дома все не так уж и плохо, как может показаться. В подъездах есть охрана, видеонаблюдение и, собственно, попасть туда не так-то просто. Я случайно зашел в подъезд, где охранник в этот момент почему-то отсутствовал, и вот вы можете видеть, как он выглядит. Ну, на самом деле, ничуть не хуже, чем многие подъезды в России. Короче говоря, обычный подъезд коридорного типа с восточной спецификой.
И у меня даже прям появилось такое ощущение, что внешнюю часть дома сознательно не ремонтируют, чтобы дом своим видом притягивал туристов. Зато сейчас, мне кажется, я начинаю понимать, где искали вдохновение создатели известного дома в Москве у метро Тульская, когда проектировали его. Главное, чтобы он не превратился вот в такое вот зрелище. Коулун — это материковая часть Гонконга. Перед поездкой сюда я искал информацию в интернете, и везде сообщалось, что он отличается от острова своими невысокими строениями, узкими улочками, дешевыми отелями и восточным колоритом. У меня же сложилось абсолютно противоположное мнение. Как только выходишь из метро на станции Цин Ша Цуй, попадаешь в такой международный мегаполис с дорогими отелями, широкими пространствами и ухоженной набережной. Но все-таки своеобразные места в Коулуне есть. И если пройти несколько километров от залива, то можно попасть в район с японской атмосферой. Здесь же находится Сникерс-стрит, где практически все магазины продают кроссовки и спортивную одежду. И эти магазины тянутся просто бесконечными рядами. И вот здесь-то как раз находится большое количество всевозможных уличных ресторанчиков и забегаловок. И этот райончик своей атмосферой действительно напоминает японскую столицу. В Коулуне же находится еще одно интересное место, от которого до наших дней практически ничего не дошло. Сегодня здесь расположен очень красивый парк, и ничего об этом не напоминает. Но буквально недавно здесь находилось самое густонаселенное место на планете. Раньше здесь располагалась китайская крепость, но после Второй мировой войны участок превратился в зону неконтролируемой застройки. И вот этот небольшой макет — это все напоминание о том, как эта неконтролируемая застройка выглядела. К 1987 году на 2 гектарах земли здесь проживали 33 тысячи человек, и это было абсолютным рекордом по плотности населения на земле. Все это контролировала мафия, которая даже создала своего рода систему социальной поддержки для жителей района. Здесь же была своя примитивная экономика, вклад в которую осуществляли сотни нелегальных мастерских. Слышите, какие птицы? Я думаю, во времена существования этого дома птицы здесь вряд ли жили. А сейчас вот поют себе очень даже красиво. В общем, все работало как самодостаточная система, но в конце концов власти устали от этой анархии и неконтролируемого анклава, и в 1992 году снесли этот район. И сегодня здесь ничего не напоминает о былом прошлом, и район выглядит очень респектабельно. Но если вы хотите частично ощутить дух крепости Коулун, это можно сделать в другом колоритном месте. Для этого мы проследуем в Chungking Mansions. В общем-то, фасад этого здания выглядит обычно и ничем особым не выделяется. Но если зайти сбоку, то вид совершенно меняется. Мы попадаем в трущобы, в которых расположен рынок, а вместе с рынком еще куча различных хостелов, постоялых домов, непонятных кафешек. И все это в сопровождении с огромным количеством криминально выглядящих людей из Африки, из других стран, и просто вообще непонятно, что здесь творится. Вот в здании несколько таких лифтов, и посмотрите, на каждом этаже находится по нескольку хостелов. Ну давайте поднимемся, посмотрим. Короче, ребята, это вообще какой-то ужас, когда сюда попадаешь, есть такое ощущение, что можно не вернуться обратно.
Короче, подходят всякие сомнительные личности прямо на рынке, предлагают комнату. Потом, если утром проснешься, что еще не факт, то вряд ли обнаружишь свой кошелек. Я не являюсь снобом и понимаю, что не все люди могут позволить себе более дорогой отель, но все-таки, если есть возможность, лучше, наверное, переплатить и найти что-то другое, потому что постельные клопы после этого отеля, наверное, это будет меньшее из зол, которое может быть. И тем более удивительно, что такое место сохранилось, поскольку всего лишь в 50 метрах от него находится вот такая шикарная торговая галерея. Ну вот я вам показал разные места, и, наверное, у вас возникает вопрос, а где лучше останавливаться в Гонконге, учитывая то, что город разделен проливом? Ну, на самом деле останавливаться можно где угодно, главное, чтобы рядом находилась станция метро или остановка автобуса или трамвая. Метро есть практически везде, вот покрытие как на острове, так и на материковой части. Не сказать, что проезд на метро очень дешевый, но и не такой уж дорогой. Проехать несколько станций метро стоит порядка 60 рублей. Проезд зависит от количества станций. Отличительной особенностью многих восточных городов является то, что платформы на станциях метро закрыты дополнительной перегородкой от поездов, что способствует повышению безопасности. Но даже если станции метро нет рядом, с учетом того, что трамвайная и автобусная сети развиты очень хорошо, вы точно не пропадете. Я уже молчу про такси, но, конечно, такси – это дорогой вид транспорта в Гонконге. Практически в каждом городе у светофоров свой звук. В Гонконге светофоры звучат так.